лесная дорога, там начинается гать. Обычно куда за грибами ходим. Вот здесь вот небольшая полянка между березками. Там всегда машину оставляли. А в этом году вот буквально недавно появилась. Ребята молодцы. Реально молодцы. В конце апреля ездили сюда. Просто по лесу прогуляться. И видели то, что работает поисковая команда. Стояли лагерем. Вот здесь вот в этом лесу. Палаток, по-моему, 6 их там было. Скорее всего, они это и сделали. Сегодня у нас 9 мая 2021 года. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова с вами пройдемся по нашей волшебной дороге, которая ведет у нас в заброшенную деревню, к блиндажу, к немецкому. Попытаюсь дойти по ней же до болота. Дорога, наверное, давным-давно была уже вся заросла, если бы не поисковики, грибники, которые по ней периодически ездят, просто прогуляться, либо на болото там за клюквой, за ягодами. Так как весна, то все лужицы стали прудами. Вот это вот так и не понял, наверное, лягушачья икра. Если кто-то знает, там скажите, поправьте, может еще чья-то. Вот такими вот клубками висит. Наверное, все-таки лягушачья. Самое удивительное, что сама дорога, она до сих пор, более-менее, скажем так, относительно живая, за счет того, что во время войны была полностью уложена бревнами. Гать была сделана. В принципе, раньше по лесу между деревнями только такие дороги и были. Но потом наверняка она служила какой-нибудь тыловой дорогой для подвоза боеприпасов для наших войск. Вот пока по луже шел, нашел еще одну интересную животинку. Вода холодная, поэтому, видимо, только-только оттаял наш товарищ, и активности проявляет довольно-таки мало. Сейчас я вам его покажу. Вот он, красавец, желтопузик, тритон. Сами видите, вот он еле двигается, еще, видимо, только-только отмерз. Еще не понял, где он, что он. Неужели закончилась зима? Ладно, животину мучить не будем. Пускай дальше акклиматизируется. Идя по дороге, нашел чисто случайно одну вот такую приблуду. И поначалу и не знал, что это такое. Единственное, что увидел, сразу понятно, что это военная какая-то штукенция. Единственное, что увидел, то, что внутри нее есть тол. Вот он. Тротил, тол, само взрывчатое вещество. Взял веточку, аккуратненько наковырял. Вот смотрите сами, что получилось. Кусочки тола 80-летней давности. Сейчас мы с вами попробуем поджечь его. Без детонации тол не взрывается. Он просто хорошо горит, но при этом еще и замечательно коптит таким едким черным дымом. Не знаю, там насколько правда, но говорят, что на войне толовыми шашками очень здорово было растапливать печь. Ну и как видите, 80 лет пролежав на земле или под землей,
Уж не знаю, кто ее доставал и копал. Тол горит, в принципе, очень даже замечательно. Так что со всеми снарядами и боеприпасами Второй мировой войны надо быть предельно осторожными. Сейчас еще один подожжем. Вот он сразу занимается, начинает чуть-чуть чадить. Запах специфический тоже идет. Для того, чтобы никто ее уже больше не нашел и не мог как-то использовать, все-таки мы нашу приблуду запсим обратно в кусты. И только потом я узнал, что на самом деле это была кумулятивная магнитная мина. Использовалась против бронетехники. Ну а здесь по ходу пьесы вдоль дороги, соответственно, окопы, блиндажи небольшие. С дороги один увидел, раскопанный, кто-то здесь ковырялся. Посмотрим, что тут ребятам удалось найти. Такс. Ну что здесь у нас? А здесь у нас банки от допников, так называемых. Это дополнительные пороховые заряды для минометов. Вот у нас сохранилась даже этикетка. Значит, делаем вывод о том, что была здесь немецкая минометная позиция. Вот подходим уже ближе к болоту, и около него чисто случайно с дороги замечаю ДОТ. Пойдем посмотрим, что это за ДОТ. Явно сооружение тоже военных лет. Почему? Потому как после войны сооружать такие укрепления уже не имело смысла. Пойдем полазим. Хорошо, что фонарик с собой был. Видны следы опалубки на стенах. То, что все это делалось прямо здесь на месте, заливалось. Вот печечка, пожалуйста. Потолок. Потолок, кстати, прикольный. Если видите, слева лежит бревно, еще не сгнившее. И далее весь потолок был тоже таким же бревенчатым, и уже поверх него наливался бетон. Места немного, наверное, человека на 2, максимум на 3. Вот он потолок. Видно то, что были бревна на этом месте. Это какая-то жертва, но явно не отсюда, может быть, уже потом кто-то что-то делал. Немного подтоплено, но на самом деле, по большому счету, можно сказать, что еще и сухой блиндаж тут. Окно, бойница, направлено в сторону болота. Вот печка, причем печка не железная, а именно сложена. Тоже то ли из кирпича, то ли из каких-то самодельных бетонных плит. Сейчас посмотрим, что за печка. Опять же наш потолок. Вот оно, единственное бревно, которое там уцелело. Ну что, здесь понятно, все раздолблено. Труба от печки. Почему квадратная, понять не могу. Может быть, так и надо было. Выходила сюда в окошко. Но не знаю, мне кажется, что это, наверное, все-таки не военная печка. Не тех времен. Кстати, смотрите, от двери еще осталась коробка. Скорее всего, наверное, не военных времен эта печка. Почему? Потому что уж больно ладно она сделана. Скорее всего, делалась после войны охотниками, которые, наверное, здесь охотились. Вот оно само болото. Болото гладкое называется. Видна какая-то дорога.
Тут, видимо, от болотоходов или от вездеходов зимой, может быть, кто-нибудь гонял. Кстати говоря, встретил уже осенью, опять же, охотников. Сказали то, что весной, вот как раз во время съемки этого видео, здесь ходила медведица с медвежонком. Повезло, что не напоролся. Буду снимать, ребят, дальше небольшие такие видосы, рассказывать, что как, что делал, куда ходил, показывать вам лес в разное время года. Надеюсь, будет интересно. Ну и всем до новых встреч, до следующих видео.